Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о том, какие удобрения нужны для рассады помидоров. Прежде всего, условие, которое нужно выполнять, это подкормка рассады помидоров жидкими удобрениями. Почему именно жидкими? Дело в том, что сухие удобрения действуют не сразу. И вторая причина – могут обжечь корневую систему. Она достаточно нежная у рассады томатов. Итак, какие же удобрения для помидоров предпочтительнее всего использовать? Первое, они так и называются для рассады. Это может быть достаточно большой ассортимент фирмы Фаско, буйские удобрения, Агрикола, Органик Микс, Фертика. Чем же они хороши? Содержат необходимое количество макроэлементов, необходимое количество питания, и не надо ничего высчитывать. То есть по инструкции жидкие удобрения разводите в воде, и все. Состав это необходимые, как я уже сказала, макроэлементы: азот, фосфор, калий. И, конечно же, сюда добавлены различные микроэлементы. В жидких подкормках их значительно больше. Кроме того, сюда добавляют, например, гуматы. Ну, это как пример. При пикировке рассаду мы не подкармливаем в течение 2 недель. Затем используем подкормку хотя бы 1 раз до высадки рассады в грунт. А лучше, если это будет 2 раза. Чтобы она была такая толстенькая, коренастая, надо подсвечивать рассаду. Но это касается в основном регионов, где мало солнечных дней. Например, я свою рассаду подсвечиваю не всегда. Если достаточно солнца, то рассаду можно и не подсвечивать. Результата очень большой разницы я не вижу. Чтобы рассада не вытягивалась, я не рекомендую использовать препарат «Атлет». Лучше это не использовать, а лучше пользоваться тогда уже подсветкой, чтобы рассада не вытягивалась. Чем подкормить, если скручиваются листья? Бывает такая ситуация, когда листья стали светлые, начинают желтеть, краснеть или же становиться фиолетовыми. Я рекомендую подкормки по листу. Во-первых, питание усваивается намного быстрее, и одной из таких подкормок является монофосфат калия. Достаточно 1 грамма этого препарата, этого удобрения на 5 литров воды. Причем опрыскивание вы проводите по листу с 2 сторон. Нижнюю часть листа также тоже не забываем. Рассада, которая испытывает прохладу, вы поставили на балкон или же на холодный подоконник, лучше всего опрыскать эпином, цирконом или же янтарной кислотой. Итак, еще условия, которые необходимо обязательно выполнять. Грунт не должен быть сильно мокрым, влажным. Хуже развивается в таком грунте корневая система. Перед подкормкой, если грунт слегка подсушен, вы проливаете обычной такой водой комнатной температуры, то есть грунт не должен быть сухим, и подкормки проводите в первой половине дня. Вот такие условия вы должны выполнять, прежде чем начнете подкармливать помидоры. Хочу обратить ваше внимание на то, что мои помидоры распикированы недавно. Как видите, они имеют хороший цвет, они зеленые. То есть, прошло еще, наверное, неделя прошла после пикировки. Они зелененькие, крепенькие, то есть они не вытянуты. Корневая система уже начинает потихонечку наращиваться. И видно, что помидоры не испытывают никакого дефицита. То есть пока что подкормки этих помидоров не нужны. Конечно, все зависит еще и от того грунта, который вы используете. Я еще раз хочу повторить, что использую грунт Terravita. Стоят они у меня на подоконнике.
подоконник, ну, достаточно теплый, не холодный. Еще раз хочу повторить, что подсветку в этом году я не использую. Ни помидоры, ни баклажаны, ни перцы у меня не вытянулись. Подкормку старайтесь проводить, еще раз напоминаю, в первой половине дня. Это лучшее время для подкормок. И не заливайте ваши растения и не пересушивайте.